Всем привет! Наконец-то выходит у нас третья часть видео, как мы наносим декоративную штукатурку на объеме. Мы с вами в первом оштукатурили стены, во втором мы их ошпаклевали, а в третьем сегодня мы наносим штукатурку декоративную в объеме. Это Караваджо, под бетончик, такой лофтовый Караваджо. Смотрим, не забываем подписываться и ставить лайк. Наносим первый слой Караваджо колерованного. Прежде чем рассказывать о нанесении, я скажу, что стены мы покрасили предварительно. То есть в прошлой серии мы с вами шпаклевали, и после того, как шпаклевка высохла, мы ее подшкурили и покрасили. Сам процесс покраски мы не стали снимать, потому что это всем известно. Вот, кстати, материал Caravaggio M, это торговая марка Effectum, это тот материал, с которым мы работаем сейчас. То есть стены мы покрасили умышленно в белый цвет, для того, чтобы вы видели, как ложится декоративная штукатурка. Сейчас мы наносим ее, первый слой, наносим вдвоем для скорости. Первый слой это не рисунок, это не фактура, это просто мы задаем фон стене. Ну и укрываем какие-то мелкие дефекты. Караваджо такой у нас колерованный серенький цвет. И наносим мы его тоненько, как шпаклевку, с помощью кельмы или шпателя. То есть накладываем маленьким шпателем на большой и размазываем по стене тоненьким слоем, без всяких там наплывов, соплей, стекающих и так далее. Тонкий фоновый слой. Вот видно вам, да, сейчас, что стены белые и серенький Караваджо. Специально для этого. Хотя по умолчанию краска колируется в такой же цвет, как и Караваджо. То есть если Караваджо серый, значит краска тоже должна быть серая. Не надо подробно рассказывать, как размазывается шпаклевка по стене, да? Ну вот декоративная штукатурка в том числе. Наносится тоненьким слоем, можно это делать вдвоем, то есть один поверху, другой по низу, как мы сейчас и делаем. Для скорости, потому что время ведь идет, вдвоем же гораздо быстрее, вот тем более первый слой, он на рисунок никак не влияет, он просто наносится. Также есть люди, кто наносит вот эти декоративные штукатурки, как шелка, караваджо, пески, бархаты, наносит, не окрашивая стены, прямо на шпаклевку. Но есть рекомендация производителя. Стена должна быть окрашенная. То есть это рекомендация производителя, рекомендация по нанесению. Поэтому рекомендуется красить и краску колеровать в цвет материала. Да и впитываемость у шпаклевки совсем другая. То есть если у вас стена окрашенная, то у вас расход самой декоративной штукатурки будет меньше. А если, например, стена шпаклевана и на нее наносим, то расход будет повыше у декоративной штукатурки. То есть не окрашивая стены, вы не сэкономите. Ну, если только время свое. Но никак не деньги точно. В уголочке где-то труднодоступные места залазим или маленьким шпателем, или чем удобно, то есть кельма, шпатель, большой шпатель, маленький. И вот так вот наносим тоненько-тоненько. Стараемся не оставлять пустот. Специально это видео растянули, да, вот пол стены мы еще сделали, а уже прошло сколько минут. Не вырезаем никакие части для того, чтобы вы понимали, что это не так все быстро, это не дело 2 минут. То есть это работа. Один человек, второй человек, идет время, а работа идет. То есть трудная достаточно. Ну, я бы сказала, не столько трудная, сколько она объемная, кропотливая. И вот так вот нам нужно нанести всю комнату, от угла до угла. Ну, как сказать, от того угла, где мы начали, до к нему же и вернуться. Вот так. У нас, видите, крепежи. Здесь висит турник, и снимать крепежи не стали, вот так вокруг них обходим, как удобно. Не очень удобно, когда есть детали на стене. Типа сушилок, крепежей, которые крепко так смонтированы. Маленькими шпателями, большими. Все вокруг обходим. Также и вокруг батареи. Маленькие шпателя, очень маленькие шпателя. Где-то даже вообще и шпатель никакой не пролазит. Там вообще получается. Бывает, что батарея, да, и подоконник. И между ними очень маленькое расстояние. Там даже кистью порой делаем, чтобы только создать фон. То есть, чтобы видеть, туда ничего не подлазит. Здесь вот что я хочу сказать. Примыкание к потолку мы нанесем тоже декоративную штукатурку. Можно это сделать через скотч малярный. То есть скотч малярный наклеить на потолок и нанести штукатурку вот на этот вот поребрик, на этот угол. А можно от руки это все очень долго прорисовывать. Мы в данном случае это делали от руки.
Сейчас вот чуть подальше будет фрагмент, вы увидите, что это нанесено, и все это от руки. Потому что скотч, он не во всех случаях хорош, честно говоря. Скотч помогает сделать ровные линии, когда идеально ровные углы, то есть когда штукатурили прямо супер-пупер. Вот это у нас, видите, первый слой. И углы верхние нанесены, и стены нанесены. Вот это первый слой. Где-то местами еще просвечивает шпаклевка, и это видно. После того, как он высохнет, мы уже приступаем ко второму слою. Если говорить про время, то в данном случае мы сделали его часа за 2, первый слой, и потом еще под вечер уже нанесли второй слой. Вот уже начат второй слой, то есть он наносится так же, как и первый, только наносит его человек уже один, то есть он наносит и формирует рисунок, потому что у каждого рука разная, и вот эти движения, они, если делать вдвоем фактуру, то будет очень сильно видно, что это два разных человека наносили, поэтому Роман наносит сейчас в одиночку. Ну, я тоже приложила руку, я делала верха, вот эти вот как раз углы, да, там я ползала, я делала стену, где батарея и окно, потому как не царское это дело лазить около батареи там за трубами. Ну, то есть повозилась я там, будь здоров, тоже. Там вот эта стена, мне кажется, на нее даже времени уходит больше, чем вот на эти все большие. Крупная стена, она всегда легче идет, чем все вот эти мелочи. С помощью кельмы в данном случае работаем. Наносим штукатурку на кельму, накладываем слой примерно миллиметр, ну, то есть тоненький такой. И сразу же, пока сыро, формируем рисунок крестообразно вверх-вниз, вверх-вниз. Вот видите как? Наносим и формируем вверх-вниз, вверх-вниз. И наносим это в шахматном порядке. Сейчас вот камера, если подальше отъедет, то мы увидим, что у нас идет как бы такой шахматный порядок. Угол один сделали справа, потом слева следующий, потом вниз. То есть видно, что не полосами. Не полосами. То есть вы не наносите на стене так, что идете сверху донизу, потом еще одну соседнюю. Видите, как вот сыро? Видите, вот где сыро, вот это вот шахматный порядок такой. Видно, да? Не нужно делать полосами сверху донизу одна полоса, сверху донизу вторая. У вас это будет видно. Материал начнет подсыхать и будет перехлест такой перламутровый. И будет видно. Вот эти полосы, где идет перехлест, они будут темнее. Поэтому соблюдайте шахматный порядок. В сегодняшнем видео мы наносим 3 стены однородные, ну то есть караваджо сплошной. В стиле, ну, лофт его давайте так назовем, ну, такими движениями, пересекающимися горизонтально-вертикальными. А в следующей серии мы уже нанесем противоположную вот этой стену, и там будет расшивка. То есть она будет серия заключительная, и вы увидите, что мы наносим штукатурку на стене так же, как и на планшете, просто площадь больше. Это же частые комментарии, как сделать на стене, на планшете это легко, но ведь на самом деле не так, на планшете тоже нелегко. Вот на стене легче гораздо, видите, размах руки какой. То есть раз, 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 а на планшете нет такого, там 50 на 60, не размахнуться ладом, не показать, вот идет. То есть сверху донизу прямо рука работает. То есть ваша цель это добиться такого светлый-темный, светлый-темный. Вы когда вот этот материал Караваджо, он с эффектом бархата на самом деле, как получается бархат, вверх ведешь, вот да, у вас покрывало лежит на диване, провели вправо, темное, провели влево, светлое. Вот здесь тот же самый смысл. Ведете вправо, темно. Вот видите, как раз, 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 раз. Вот это вам и нужно. Темно, светло, вот так вот хаотично пересекается. Я надеюсь, вам понравилось и было полезно. Не забывайте подписаться на наш канал и поставить лайк, и уведомления тоже вам не помешает.